На что готовы пойти люди ради целого состояния? Предательство, преступление, а после наказания. Что и почему заставляет их идти на самые крайние действия в этом маргинальном обществе? Долги, отсутствие хорошей работы, семейные проблемы или все сразу? А что если бы вам предложили сыграть в игру, денежным призом которой будет более 40 миллионов долларов? Вот только есть одно но. Она является смертельной. Игра в кальмара – новый сериал от студии Netflix, автором работы которой является Хван Дон Хёк. Стоит отметить, что сценарий к этому произведению был закончен аж в 2009 году. Однако из-за того, что автор не смог получить финансирование на его экранизацию, из-за особой жестокости для кино и сериалов, да и неготовности широкой аудитории для знакомства с подобным продуктом, данный проект был отложен аж на целых 10 лет. На то оно и понятно. Жанр выживания а-ля неких голодных игр стал широко востребован на части недавно, хоть мастодонты этого жанра и появились на сцене относительно давно, дав направление идеи многим авторам кино, а также игровой сферы. Игра в кальмара – это, не побоюсь этого слова, до жути ужасный триллер, смешанный со вторым, неотъемлемым жанром подобных проектов, под названием драма. Из-за личных, однако доселе похожих проблем, долгов, проблем с работой или вовсе преследований, 456 человек принимают решение сыграть в, казалось бы, на первый взгляд, безобидную игру, победитель которой получит баснословные деньги, которые раз и навсегда смогут решить все его проблемы. Вернуть долг, вылечить болезнь родного человека, воссоединиться с семьей или просто весь остаток своей жизни жить на широкую ногу. 456 человек, и каждый имеет свои цели, причины и мотивы. У кого-то они добросовестны, а у кого-то пропитаны алчностью. Однако их всех объединяет одна вещь – маргинальный отпечаток на судьбе каждого. Будь то это большой долг или просто обман людей, пускай во благо, все они в данный момент находятся у пропасти без единого шанса на нормальную жизнь. Так и наш главный герой по имени Сон Ги Хун. 10 лет назад он потерял работу, а из-за пристрастия к азартным играм набрал огромное количество долгов и кредитов. Жажда быстрой наживы и наплевательское отношение к родным и близким уже с начала первой серии демонстрирует нам все то, что из себя представляет данный герой. Однако, даже у такого пропавшего человека есть точка опоры, которая заставляет нашего героя идти на риски и необдуманные поступки. Его дочь. И любовь к ней. В день ее рождения с горем пополам он зарабатывает деньги азартным путем, а все для того, чтобы отпраздновать с ней этот праздник. Однако на пути домой Сон Ги Хун становится жертвой кражи рук молодой девушки, ровно как и он, будущей участницей игры, а также целью преследования людей, которым он должен круглую сумму. Итог вам и так понятен. Избитый и без выигранных денег он отмечает день рождения со своей дочерью. Прямо у пропасти своей жизни, с долгами у шеи, поздно вечером на станции метро, он встречает странного человека, который позволяет ему выиграть в довольно странной игре хорошие деньги. Давая такую возможность маргиналу, не ставящего ничего превыше себя, он закидывает удочку, дает ему визитку с номером для принятия участия в игре, победитель которой получит целое состояние. И разумеется, Ги Хун клюет на данное предложение, ведь, как оказывается позже, он узнает о том, что его жена вместе с дочерью и отчимом хотят покинуть Южную Корею, и для того, чтобы оставить дочь здесь, Сон Ги Хуну нужны огромные деньги. Но далее вы сами можете понять, что он соглашается принять участие в игре и побороться за миллионы долларов с другими ее участниками. Игра в кальмара началась. Только что мы вместе с вами проследили этап становления маргинала обратно на человеческий путь. Мы увидели с вами причины и мотивы героя, которые заставили его вновь задуматься о чьей-либо судьбе, помимо своей. И далее, помимо развития дальнейшего сюжета, это будет раскрываться еще сильнее, и так, до самого финала произведения. И если в первых сериях сериала главный герой представлен как человек, который думает только о своей выгоде и не ценит в этой жизни ничего и никого, даже родную мать. Эй, стой, стой, ты куда? Сначала развяжи меня! Клянусь, я уже забыл о деньгах. С чего мне верить? Я клянусь тебе! Жизнью собственной матери! Отдай деньги, черт! Верни мне деньги! Мать тебе не слишком важна. То уже ближе к финалу произведения мы видим с вами трансформацию Ги Хуна от человека-эгоиста до понимающего и раскаивающегося. Игра в кальмара, хоть на первый взгляд и кажется обычным зрелищем для богатых зрителей, однако так кажется только сначала. На самом же деле, данное развлечение в кавычках под видом игры моделирует нам саму жизнь, различные жизненные условия и ситуации, в которых люди либо не справляются и вследствие умирают, либо же полностью раскрываются. И если говорить проще, то эта игра выворачивает человека наизнанку и показывает, кем он на самом деле является. Собственно, как это и случилось с большинством героев, и в частности Сан Ву. Уже на втором испытании игры нам демонстрирует его эгоизм и жажду собственной выгоды даже перед тем, кого он знает с самого рождения.
Будем играть в команде? Это может быть опасно. Мы пока ничего не знаем. Ограничение по времени 10 минут. И этот эгоизм, его человеческая натура показывает нам, почему у него и начались проблемы. Этот эгоизм продолжает преследовать его до самого финала произведения. Позволяет ему дойти до последней игры, но в самый последний момент человечность берет свое и, раскаявшись в своих грехах, Сан-Ву сам совершает наказание, тем самым дав возможность Сангихуну победить и забрать деньги. Сон Ги-Хун уже совсем другой человек. Ги-Хун из первой серии и Ги-Хун из последней – это уже совсем две разных личности, с разными взглядами и ценностями. Во время финала, оказавшись в шаге от победы, он захотел отказаться от участия, а значит, потерять деньги. Но даже выиграв в игре, он прожил целый год скитаясь, не тратя выигранный приз. Ведь они достались ему по великой случайности, да и очень суровым способом – игрой в кальмара. Победив в игре, Сон Ги-Хун вернулся к самому началу. Деньги, ради которых он прошел через этот ад, ему больше не нужны. Ведь, вернувшись домой, он узнает о смерти матери, а его дочери уже нет в Корее. Он остался один у разбитого корыта, без мамы и дочери, с грузом погибших товарищей на душе и целым состоянием на карте. Сейчас, в отличие от первых серий произведения, ему искренне жаль всех погибших там людей. Вот она, эволюция. И если в начале сериала ему было глубоко все равно, на кого бы то ни было, и его по праву можно было назвать эгоистом, то сейчас это далеко не так. Ведь его сердце пронизано историей и мечтами каждого человека, который бок о бок с ним принимал участие в этой игре, но, к сожалению, не смог дойти до конца. Герой эволюционирует, и это изменение проглядывается даже в последних минутах сериала. Подходя к самолету для того, чтобы улететь и увидеться с дочерью, случайным образом в окно он замечает того же самого человека, играющего знакомую ему игру, который совсем недавно дал ему карту с номером, но уже с новой жертвой. И вот, как можно было понять, игра в кальмара не была первой и последней. Игра в кальмара до сих пор продолжается. И дабы прекратить весь этот ужас, и заметьте, все эти жертвы, Сон Ги-Хун во второй раз бросает вызов этой игре, набирая номер с визитки, тем самым вступая на смертельный путь. Вместо дочери и спокойной жизни он выбирает вернуться в ад ради других людей. Каким образом он собрался что-либо изменить, мы пока что не знаем. Надеемся, что автор выпустит второй сезон, и уже там он поставит жирную точку на всех нераскрытых сюжетных линиях и участи героев. Данный сериал хорошо раскрывает мотивы и цели всех персонажей, которые хоть как-то претендуют на роль приближенных к главным героям. Разумеется, раскрыть 456 личностей в одном сериале это невозможно, да и не нужно. Достаточно это сделать с героями, на которых построен костяк сюжета этого сериала. И Хван Дон Хёк справился с этим отлично. За 9 эпизодов мы смогли с вами проникнуться по-настоящему печальной судьбой, а впоследствии и участью многих героев. Девушки Кан Субёк и ее стремлением выиграть в этой игре много денег, ради того, чтобы вернуть маму и воссоединить семью, Али Абдулла и его предательством, а после грустным финалом, а также многих других. Данный сериал за все 9 эпизодов сумел продемонстрировать нам то, на что готовы пойти люди, на какие поступки, ради своих целей, и какая плата их будет ожидать по итогу. Не мне вам говорить о том, что на протяжении всех эпизодов уровень напряженности и переживания за каждого героя будет на максимуме, а ты всем сердцем будешь искренне верить в то, что каждый герой сможет добраться до финала и по итогу выжить. Однако ровно до того, самого рокового момента, данный сериал, помимо развития личности персонажей и отношений между ними, раскрывает и поднимает одну очень важную вещь, а именно ценность жизни. Как своей, так и чужого человека. А также то, что за любой совершенный поступок, рано или поздно тебе надо будет заплатить. И я надеюсь, что после этого сериала вы переосмыслите свои взгляды и начнете ценить как свою, так и чужие жизни. Ну а вы были на канале Лайера. Ау Мария, друзья.